When you're making a dough that has additional ingredients going in, like those walnuts, ask yourself if those additional ingredients are going to add moisture to the dough or remove moisture from the dough. Один вопрос, который я хотела бы, чтобы вы всегда учитывали, внося в тесто дополнительные ингредиенты, как мы сейчас делаем, мы выпекаем ржаной хлеб с грецкими орехами. При использовании таких ингредиентов необходимо всегда задумываться о том, как эти ингредиенты скажутся на характеристиках теста, какое влияние они окажут на характеристики теста, так как они будут сказываться на скорости брожения, будут ли они ее ускорять, будут ли они ее замедлять, или это воздействие будет нейтральным. In this case, obviously walnuts are going to take some moisture out of the dough, so we make the dough just slightly looser than we expect it to be when we work it up. И также необходимо понимать, как ингредиенты будут вести себя в плане водоемкости. Будут ли они впитывать воду, будут ли они отдавать тесту воду. И грецкие орехи, конечно, из теста будут воду забирать, поэтому по консистенции теста мы делаем несколько более жидким, чем это нам привычно. Okay, if you were adding olives or raisins, it would be the opposite. You make it a little bit firmer. И обратная ситуация складывается в тех случаях, когда мы добавляем в тесто маслины или оливки или изюм, потому что они будут отдавать тесту воду.